И всем привет, уважаемые товарищи, с вами как обычно Greenbro, и в этом видео я для вас подготовил топ из 5 игр на Android, в которые можно поиграть с другом или даже целой компанией. На пятое место я расположил игру Human Fall Flat. В Human Fall Flat вы управляете не твердо стоящим на ногах человечком, обожающим находить выход из все новых невероятных мест, наполненных головоломками. Внимательное исследование каждого места и творческий подход – вот залог успеха, ведь для решения все средства хороши. Овладейте мастерством паркура. Ваш персонаж может ходить, иногда даже прямо, прыгать, хватать и перемещать любые предметы, а также залезать куда угодно. Освоение движений – это первая интересная задача, с которой вам предстоит справиться. Играйте с друзьями или другими игроками, настраивайте своего персонажа и решайте головоломки. Четвертое место – 12 Mini Battles. 12 мини-битв – это многопользовательская игра, в которой вы можете играть во все виды увлекательных аркад против друга на одном смартфоне, который находится на другой стороне вашего экрана. Эта забавная игра содержит более 40 очень интересных мини-игр, включая футбол, авиацию, перетягивание каната и другие игры, которые подойдут вам против вашего противника. В каждом из них ваша цель состоит в том, чтобы набрать больше очков, чем у другого игрока, и для этого вам необходимо выполнить поставленные перед вами задачи. Забить больше голов, нанести больше ударов, первым пересечь финишную черту и так далее. Игровой процесс в 12 мини-битвах очень простой. Чтобы соревноваться, все, что вам нужно сделать, это нажать одну кнопку в нужный момент. Если ваш оппонент жмет ее перед вами, вы можете выиграть или проиграть, если это не подходящий момент. Но сможете ли вы победить своего противника во всех 12 мини-играх? Вот игра называется 12 мини-игр, потому что, когда она только вышла, там было всего лишь 12 режимов, но по ходу дела игра обновляется, и этих режимов уже там более 40, как я уже и говорил ранее. Третье место – Майнкрафт. Самая легендарная игра среди всех самых легендарных игр – это, безусловно, Майнкрафт. Появившаяся в 2009 году песочница, в которой можно делать буквально все, это отличный пример хорошего времяпрепровождения с друзьями. В Android-версию этой игры можно свободно играть по локальной Wi-Fi сети. Главное, чтобы у вас с другом были одинаковые версии игры. Я думаю, можно особо не задерживаться на этом тайтле и сразу перейти к следующей игре, ведь вы и так все прекрасно знаете о Майнкрафте все. На второе место я расположил игру под названием Among Us. Это многопользовательская компьютерная игра на социальную дедукцию, разработанная американской компанией Innerslot. Она была выпущена 15 июня 2018 года. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды – члены экипажа и предателя. В 2018 году игра не получила широкую огласку, но в 2020 благодаря Twitch и YouTube она добилась небывалой популярности. Из-за повышенного интереса к ней был анонсирован сиквел Among Us 2. Впоследствии выход сиквела был отменен 23 сентября 2020 года. Разработчики приняли решение развивать оригинальную игру Among Us. Among Us – игра от третьего лица с видом сверху. Игрок может перемещаться во всех направлениях. В одном раунде могут играть от 4 до 10 игроков. В начале игры каждому тайно выдается роль предателя или члена экипажа. Импостер, в переводе с английского самозванец, может прятаться в вентиляционный люк, устраивать саботажи и убивать космонавтов, причем предатели не могут убивать друг друга. Их цель заключается в убийстве почти всех членов экипажа. Если космонавтов осталось столько же, сколько и предателей, то последние побеждают. Либо уничтожении корабля путем саботажа. Целью же космонавтов является выполнение личных заданий в виде простых головоломок, разбросанных по всей карте. Если все задания будут выполнены, то предатели проиграют. Также члены экипажа могут достичь победы путем ликвидации предателей во время голосования. В эту игру можно играть как в глобальном мультиплеере, так и в локальном по локальной Wi-Fi сети. И на первом месте у нас игра Soul Knight. Soul Knight — это совершенно новый взгляд на столь популярный жанр, как пиксельные стрелялки. Начать стоит с сюжета.
Здесь он носит довольно поверхностный характер. Известно лишь то, что инопланетные захватчики похитили нечто ценное у землян, и теперь весь мир висит на волоске, и лишь несколько героев способны вернуть все на свои места. Именно одним из этих отважных героев вы и являетесь. Игровая механика Soul Knight довольно проста. Вам предстоит бегать по случайно сгенерированным подземельям, при этом уничтожая орды врагов из всевозможного вооружения, которого в игре представлено более 120 видов. Конечно, не обошлось без системы развития и прокачки, что придаст геймплею еще большее разнообразие. Нагибать боссов можно как в соло, так и с друзьями по локальной Wi-Fi сети. Ну и что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментарии, в какие игры из этих вы уже играли. И какие бы другие игры вы бы хотели, чтобы я добавил в этот топ. Ну и что ж, а на этом все. Всем удачи, до новых встреч. Делитесь этим видео со своими друзьями. И пока-пока.